Главные новости сегодняшнего дня. Сотрудник комитета и известный актер Константин Хабенский стал отцом во второй раз. Константин Юрьевич стал отцом двух мальчиков-близнецов. Назвали Иннокентием и Георгием. Отметим, что для Константина Хабенского это долгожданная радость и начало новой жизни, ведь весной прошлого года трагически погиб его старший сын от первого брака. Сегодня ночью недалеко от города Сочи произошел сход снежной лавины. Есть жертвы и пострадавшие. Среди погибших бывший заместитель мэра города Сочи, средняя дочь певца Валерия Меладзе и чемпион России по альпинизму Иван Хальков. Все они были туристами и постояльцами гостиницы, которая располагалась недалеко от места трагедии. На данный момент еще 9 человек считаются пропавшими без вести. Сотрудники комитета, известный актер Александр Збруев и общественный деятель Петр Толстой, находясь с проверкой в городе Воронеже, оказали единоразовую финансовую помощь всем медикам данного региона. Весь персонал медицинских учреждений получил финансовую помощь в размере 130 тысяч рублей на человека. По словам Петра Толстого и Александра Збруева, в скором времени медики и других российских регионов будут получать дополнительную финансовую поддержку. Ушла из жизни народная артистка Российской Федерации, известная актриса театра и кино Валерия Хугаева. Валерия Хугаева была вдовой режиссера Георгия Хугаева. Ей было 97 лет. Валерия Хугаева была одной из ведущих актрис Русского драматического театра имени Вахтангова, а в 1982 году сыграла главную роль в известном советском фильме «Загадка кубачинского браслета». Пресс-служба комитета сообщает о настоящем героическом подвиге, который совершил министр обороны Андрей Белоусов. ЧП произошло накануне в зоне спецоперации недалеко от поселка Колымовка. По данным прессы, Андрей Ремович Белоусов спас жизни более 7 человек, проявил мужество и отвагу и не растерялся в ответственный момент. В зоне спецоперации проходила перевозка арестованных, тех людей, которые нарушили дисциплину, совершили другие провинности и даже пытались перейти на сторону другой страны. Андрей Белоусов присутствовал при данном событии и лично контролировал перевозку арестованных, однако в какой-то момент произошло непредвиденное событие. Несколько арестованных попытались совершить побег. Они ранили 2 охранников и угрожали жизни других людей. Надо отметить, что среди преступников находился и известный российский певец Прохор Шаляпин, которого совсем недавно отправили в зону спецоперации за тяжкое преступление – нападение на легендарного композитора Александру Пахмутову. Охрана немного растерялась, и события развивались столь стремительно, что Андрею Ремовичу ничего не оставалось, как пойти на крайние меры и применить табельное оружие. По данным прессы, 2 преступников погибли, Прохор Шаляпин был ранен, остальных удалось задержать. Отметим, что за подобное деяние Прохору Шаляпину грозит крупный уголовный срок. Сам Андрей Ремович Белоусов не пострадал. К слову сказать, что на данный момент Андрей Белоусов совмещает 2 должности. Он является министром обороны Российской Федерации, а также заместителем комитета Никиты Михалкова и постоянно участвует в опасных проверках. Сегодня утром в Татарстане, недалеко от города Набережные Челны, в тяжелое дорожно-транспортное происшествие попал известный российский актер Александр Лазарев-младший вместе с семьей. В автомобиле находилась сотрудник комитета и его мама, известная актриса Светлана Немоляева, а также младшая дочь актера. К сожалению, в результате ДТП погибла дочь Александра Лазарева. Светлана Немоляева и сам Александр были госпитализированы. Состояние Светланы Немоляевой терпимое, а вот Александр Лазарев-младший находится в тяжелом состоянии.
В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково арестовали супругу известного политического деятеля Анатолия Чубайса, которая вслед за мужем незаконно приехала в Россию. На данный момент сам Анатолий Чубайс арестован и находится в СИЗО города Москвы. По всей вероятности, его супруга приехала в Россию, чтобы поддержать мужа и попытаться вывести из страны крупные финансовые средства. Однако у жены Анатолия Чубайса ничего не вышло. Ее задержали следственные органы. На данный момент она находится на допросе в полиции. Мера пресечения для супруги Анатолия Чубайса пока не определена. В зоне СВО на западном направлении погиб известный украинский и российский актер Алексей Самойленко. Актеру было 34 года. Алексей Самойленко снимался в таких известных сериалах, как «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту». Сегодня утром сотрудники комитета, известный общественный деятель Евгений Пригожин и спортсмен Хабиб Нурмагомедов прибыли в столицу Казахстана, город Астану, с дружеским визитом и по обмену опытом. Далее сотрудники организации направятся в Кыргызстан, а позже вернутся в Россию, где займутся опасными проверками. В Башкирии, в городе Уфе, открыт первый музей, посвященный спецоперации. Он располагается на улице Кирова и будет работать без выходных дней. Посетители музея смогут увидеть имена героев, их личные вещи и другую атрибутику СВО. Отметим, что регион Башкирия занимает первое место по числу погибших в спецоперации. Сегодня день памяти известного советского и российского актера, народного артиста России Евгения Жарикова. Евгений Жариков хорошо знаком широкому зрителю по главной роли в фильме «Рожденная революцией». В эти дни Евгению Жарикову могло бы исполниться 84 года. Несколько дней назад под Санкт-Петербургом произошел сильный пожар в личном поместье известного музыканта Андрея Макаревича. В результате пожара были уничтожены 4 двухэтажных особняка, летняя дача и личный музей Андрея Макаревича, который посвящен творчеству известного музыканта и группы «Машина времени». Отметим, что данное имущество уже было конфисковано антикоррупционным комитетом, но официально по документам оно еще принадлежит Андрею Макаревичу. Общий ущерб от пожара составил 320 миллионов рублей. Полиция предполагает, что причина пожара – это поджог, который могли совершить недоброжелатели Андрея Вадимовича Макаревича. Возбуждено уголовное дело. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете деятельность комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.